Здравствуйте! Здесь и сейчас мы находимся в замечательном волшебном месте. Город Седона, штат Аризона. Это место, это дом великого мастера, учителя, создателя холодинамики, доктора Вернона Вульфа. Здравствуйте. Здравствуйте. How are you doing? We are doing great. It's wonderful to have you here. Yeah. I understand you have a few questions you'd like to ask me. Yes. Okay? Доктор Вульф сказал, что он очень рад, что я здесь, и он знает, что я хочу для всех практиков холодинамики задать несколько вопросов. Поэтому первый вопрос у нас будет: как поле любви может помочь установить мир в Украине и на всей земле? Dr. Vern, can you please tell us how field of love can help to create a peace in Ukraine and whole world? You can do that if you are, in fact, aware of what the field of love is. And it's not some abstract little theory. There's actually a field of consciousness. I am a scientist. Вы можете сделать это, если вы действительно осознаете, что же является полем любви. И это не абстрактная маленькая теория, это в действительности поле сознания. Я ученый. And it's not like traditional science, which is embedded in certain processes of limitation to research and replicate and so forth. It is the science of natural law and the science of consciousness. И это не как в традиционной науке, которая встроена в определенные процессы ограничений для исследования и репликации. Это наука естественного права и наука о сознании. And so when you get into that branch of science, you discover all kinds of things. So I can give you books and all the scientific knowledge about that. Just let me know and we'll give it to you. But if you get into it, you see that quantum physics describes reality as a holographic universe. Now that means it's like a holographic picture. Когда вы попадаете в эту область науки, вы обнаруживаете всевозможные вещи. Как только вы вникнете в это, вы увидите, что квантовая физика описывает реальность как холодинамическую вселенную, как голографическую картинку. And so when you look at that, you say, okay, what does that mean? It means that everything that you are experiencing is made of information in motion. И когда вы посмотрите на это, вы спросите, что же это означает? А это означает, что все, что вы испытываете, проживаете, сделано из информации в движении. And so in that information system, we live in a field of consciousness. Actually, the entire field we live in is a holographic field of consciousness. В этой информационной системе мы живем в поле сознания. На самом деле все поле, в котором мы живем, и есть голографическое поле сознания. And that field has character. So one of the characters it has is love. И это поле, у него есть характер. И этот характер называется любовь. And here's the problem. That the field of love, in order to be conscious, needs to have opposition. И здесь у нас возникает проблема. Поле любви, чтобы быть осознанным, должно иметь оппозицию или контраст. And so part of the contrast has to do with people who have volunteered to be the downdraft of all this. И часть контраста должна иметь дело с людьми, которые вызвались быть низводящими всего этого. It's called the field of entropy. Это называется полем энтропии, второй закон термодинамики. Yeah, second law of thermodynamics, yeah. And so you say, well, what the heck has love got to do with all that?
И вы спросите себя тогда, что любовь должна с этим делать? Love is described as that force which allows us to go into synergy. Любовь описывается как сила, которая позволяет нам идти в синергию. And it becomes the life force, the force that overcomes corrosion and corruption and rotting and degradation. И она становится жизненной силой, той силой, которая преодолевает коррозию, коррупцию, гниение и деградацию. And so you get into that and you say, well, how do you get this field of love then that does that synergistic stuff? Понимая это, вы скажете, как получить это поле любви, которое делает все эти синергические вещи? And to do that, you must understand that we live in a world that has multiple dimensions. Чтобы сделать это, вы должны понять, что мы живем в мире, который имеет многочисленные измерения. And we can go to science and they can say, okay, what do you mean by a dimension and what do you mean multiple dimensions? But they have described in science at least 10 dimensions. Тогда мы идем к ученым, и они говорят, что вы имеете в виду касательно измерений, и что вы подразумеваете касательно множественных измерений. Но они научно описали как минимум 10 измерений. Now, before your audience loses total interest, because science can be just like, oh, not more science. But really, if you get into that, you'll see that in those dimensions, there is a hyperspatial dimension. Перед тем, как наши слушатели потеряют интерес, но реально, если вы поймете, вы обнаружите в тех измерениях гиперпространственное измерение. Now, some people call this a spiritual dimension because that's the tradition of religion. Some people call it the core essence of reality. Теперь люди могут называть это духовным измерением, так как это является их традицией религии, или основой, сутью реальности. And the ancients, our ancestors, had great wisdom about this. В древности наши предки имели великую мудрость по этому поводу. And so when you say, well, what does it mean for us in our daily life right now? И мы тогда спросим, так что же, зачем это нам нужно знать в этой жизни сейчас? We actually, in reality, and this is scientific reality, we are originating from hyperspace. Научно доказано, что мы все состоим из этого гиперпространства. I could go into the DNA and how it's formed by hyperspatial information systems coming in and bridging all the double helix feedback loop. Обращаясь к ДНК, она сформирована гиперпространственной информационной системой, пришедшей и соединяющей все петли обратной связи двойной спирали. Она дает цвет ваших глаз, ваших волос, форму вашего тела, вашу сексуальность. Это создает все ваше тело. And then that being that does that, we call it your full potential self, or the core essence of your being, or the spiritual self, or the eternal intelligence. И это существующее, которое все это создает, мы называем это полное потенциальное «я», или ваша основная суть вашего существа, или духовное «я», или внутренний интеллект. And so they have all these names for it, right? But the ancestors knew about it. Есть все эти имена, и древние мудрецы знали обо всем этом. And so, what is it? It's the real you. It's called your hyperspatial counterpart by some of the scientists. Что же это? Это настоящий реальный ты, твой гиперпространственный двойник. Like with you. You are a being of light. I know because I can see you. In Avatar they say, I see you. Aha. Например, с примером тебя я могу сказать, что ты свет.
И как я это могу сказать? Потому что я знаю, я вижу это. And so you can say to people, I see you, but you have to look through your real eyes. That's your spiritual eyes or your full potential self eyes. You have to allow your full potential to possess your body. Говоря людям «я вижу вас», вы должны посмотреть через ваши настоящие глаза, духовные глаза, глаза вашего полного потенциального «я». Позвольте вашему полному потенциалу наполнить все ваше тело. Now, when your full potential is possessing your body, we call it presence. And when you're present, it means the real you is present in your body. Теперь, когда ваш полный потенциал наполнил все ваше тело, мы называем это присутствие. И когда вы в настоящем моменте, это означает, что настоящий вы в настоящем моменте в вашем теле. In which case, you are love. When you're present, you are love. И когда вы находитесь в настоящем, здесь и сейчас, вы и есть эта любовь. And you can be really creative love and effective love. И вы можете быть творческой любовью, создающей любовью. Because your being is manifesting who it really is. It's why we're here. Потому что все твое существо говорит о том, кто ты есть. So you are a being of light. You are a being of a tremendous intelligence. And you are also a being of love. Thank you. Don't thank me. Thank you. Ты есть свет, ты есть потрясающий интеллект, и ты любовь. And so you want to know what to do with the field of love. Guess what the field of love is made up of? И тогда ты меня спрашиваешь, что же можно сделать в этом поле любви. Тогда давай расскажем, что же из чего состоит это поле любви. You asked about Ukraine and the field of love and how it could affect Ukraine, yes? Yes. Ты меня спросила, как поле любви может быть эффективным для Украины. And you want to have the ability to change from conflict and war into a field of love. И ты хочешь изменить вот этот конфликт, случившийся, война, в это поле, превратить его в поле любви. It is so easy. Это так просто. So you look at this and you say, okay, how can we get that field of love to be activated? И как мы можем сделать это поле любви активным, активировать его? First of all, it begins with who is the field of love, or what is it? What is it and who is it? В первую очередь мы должны осознать, что такое поле любви и кто это. It's like a field of flowers. Это как поле цветов. And guess who the flowers are? И как вы думаете, кто цветы? Мы все. So all you have to do is be yourself, your real self. This is not the self that was trained to be less than yourself. Все, что вам нужно сделать, это только быть самим собой. Не тем, кем вас тренировали быть или воспитывали быть, а просто быть тем, кем вы есть на самом деле. How do you think we ended the Cold War? Now I realize that Ukraine has an attitude about Russia and it's justified, okay? But at the same time, the Russians, you think they would be the hardest, roughest people around. Как мы завершили холодную войну? Вы можете думать, что русские трудные, грубейшие люди. Я осознаю, что Украина имеет особое восприятие России. Но когда мы вернемся во времена перестройки, мы обучали холодинамике. People came alive because they discovered who they were. На самом деле люди ожили, потому что они поняли, кто они такие. And it spread like fire. И это распространилось очень быстро, в мгновение, как огонь. And it's already caught fire in Ukraine. И это уже достигло Украины. Look around you.
Посмотрите вокруг себя. See who they are. Посмотрите, кто они. Really, with your real eyes. Посмотрите с вашими настоящими глазами. And as they say in English, then you will realize how to solve this problem. И глядя в их глаза, вы поймете, как решить эту проблему. You were born to do it. И вы были рождены, чтобы сделать это. Okay, so next question. Следующий вопрос, который мы хотим задать. Какие у него лично самые яркие достижения в жизни, которые случились благодаря тому, что он стал автором и практиком холодинамики? We would like you to ask if you can please share with us what is your personal incredible achievement as an author and practice of holodynamics. So many examples. How many leaves are there on a tree? All of them rich, and all of them. Это как дерево, на котором огромное количество плодов и листов. И все они такие богатые опытом. So maybe you can give us just one example. Okay. Here's a lady who is going to have a baby. She's 3 months pregnant. She's in my office. I'm a therapist, yes. And she's in my office because she's so upset she's going to have another baby. Now she has already had 2 babies and they were born blue, which means the umbilical cord was wrapped around their neck and they couldn't breathe. And the physicians got them out just in time to save their lives. But now they took out the left ovary so she wouldn't have any more babies. Okay? Однажды ко мне как терапевту на прием пришла беременная женщина сроком 3 месяца. Она была очень расстроена. Во время ее предыдущих родов 2 ребенка были рождены синими, так как пуповина передавила их горло. Врачи вовремя успели спасти детей, но удалили ей левый яичник, чтобы она не могла больше иметь детей. So she didn't know what to do. So I said, well, go to your place of peace and call up your full potential self and talk to that being and ask her what you should do. Тогда я попросила ее пойти в место покоя к своему полному потенциалу и спросить, что лучше сделать. And suddenly, in front of the lady, and she was like 10 feet away from me, И неожиданно перед женщиной, которая сидела буквально там в пару метров от меня, appeared a beautiful woman dressed in a light chiffon dress. возникла прекрасная женщина в замечательном шифоновом платье. But I could see right through her. И я мог смотреть прямо сквозь нее. Now guess who she was. И как вы думаете, кто это был? You all know who she would be, but she started talking to the woman. And the woman goes, oh, oh, oh. И она начала разговаривать с этой женщиной. And they carried on for 5 minutes. And then the woman entered into the body of the mother. И тогда эта женщина после 5 минут разговора вошла в тело. I didn't say anything. I just was silent. Я ничего не сказал, я наблюдал за этим. And I said finally, what happened? И потом я спросил, что же случилось, что произошло. She was so full of joy. It's hard to describe. Anyway. Она была настолько в состоянии счастья. Her daughter had come to her. Произошло что-то невероятное. К ней пришла ее дочь. I'm not going to give you any trouble. И она сказала, я тебе не принесу никаких проблем. And so, 6 months later, 6 months later, И через 6 месяцев I got a card.
from her and her doctor. Я получила открытку от нее и от ее доктора, Saying all our love. So, get used to it. It can happen anywhere. Это может произойти где угодно, Okay. даже с детьми. I could go on and on, but I'm in no shape to do it. So many miracles, you know. Он говорит, я могу говорить и говорить о всех чудесах, которые произошли в его жизни благодаря холодинамике. It's a good life. Это замечательная, прекрасная жизнь. There's too many holodynamic people. Очень много возникает холодинамистов, которые меняют окружающую среду. Thank you. Yeah, thank you. There's another question, wasn't Yeah. The other question is, we will appreciate so much your message or advice or wish to Ukrainian холодинамист. Русский? Мы сейчас задаем вопрос, что мы с благодарностью примем его пожелания, сообщения или направления для практиков холодинамики в Украине. It is really simple, but it is the hardest thing you will ever do because it's the best kept secret on the planet. Это самый большой секрет, который хранится на планете, но он такой легкий. All you have to do is be present. Все, что вам нужно сделать, это быть в настоящем. Come out of all your old belief systems and all your old habits and everything and go into that expanded dimension, bigger than feelings and bigger than thinking, but embracing both of those, but embracing much more. I give you the science, I give you all that stuff, but basically it is be present, be who you really are. When you see somebody, really see them, and all of a sudden you will be totally loving and trusting of them, because they will know you, and you will know them. And then you can arrange whatever you want in the way of businesses and transactions. You can have unlimited funding for whatever you want, and everything will go exactly as you want because we are in a new period of human evolution. It is called the period of transition. Все, что вам нужно сделать, это быть настоящим, тем, кем вы действительно являетесь. Освободитесь от всех ваших систем верований, убеждений, привычек. Войдите в эти расширенные измерения, которые выше и больше всех чувств и мыслей, охватывающие намного больше, но включая чувства и мысли. Когда вы видите кого-либо, действительно видите их, и вы будете полностью любить и доверять им, так как они знают вас, а вы знаете их. Затем вы сможете организовать все, что вы пожелаете, и в плане бизнеса, дела, транзакций вы сможете иметь бесконечный источник для всего, что вам нужно. Все будет происходить с точностью вашего желания, так как это новый период эволюции человечества, период перехода. Вы можете любить своих друзей, свою семью. Can you also love your enemies? А вы можете любить. You're going to find this out. That your enemies are actually your best friends in hyperspace, because only your best friends would even volunteer to be your enemies. Ваши враги — это ваши друзья. В гиперпространстве только ваши лучшие друзья добровольно становятся вашими How врагами. many eternal intelligences would ever volunteer to be totally evil? Сколько вечных интеллектов смогли бы добровольно стать абсолютным злом? You needed opposition, you needed contrast, so your intelligence could discern. Вам нужна оппозиция, контраст. Таким образом, ваш интеллект может различить. And so you look at it and you say, well, gosh, you know, that guy tried to kill me. Well, what do you think this is? И вы тогда посмотрите и скажете, но он же хотел убить меня. We made a deal. He's going to try to kill me. Now I have to handle that. И он говорит, ну я посмотрю на него и скажу себе, что мы же заключили с тобой договор. И когда я осознаю это, я подумаю, как я могу что-то изменить сейчас.
it's a challenge and a test to see if I can be present even in the middle of real aggression. Это является вызовом, тестом, чтобы посмотреть, смогу ли я быть настоящим даже в момент реальной угрозы. I'm here to tell you, it doesn't matter how bad they are. It doesn't matter how hard they try to kill you. Я здесь, чтобы сказать всем вам, не имеет значения, как они ужасны и как жестоко они хотят убить вас. It's all a test to see if you can unfold your potential to handle anything. Это является тестом для того, чтобы увидеть, как ты можешь открыть свой полный потенциал. And the tougher the test and the bigger the conflict, the stronger your soul, the stronger you really are. So wake up. И чем сложнее тест и огромнее конфликт, тем сильнее ваша душа и мужественнее ваше настоящее «Я». Проснитесь. Being present, you will know exactly what to do. И когда вы в настоящем, вы знаете, что нужно делать. I've had people come up to me in the middle of a seminar and speaking in a strange language, threaten to pound my face, throw me up against the wall and pound my face in. Были случаи, во время семинара подходили люди, разговаривая со мной на странном языке и готовые растереть мое лицо по was looking стене. at them eye to eye and raising my little finger. And it froze their hand in the middle of the swing. И все, что мне осталось сделать в этот момент, это глубоко посмотреть в его глаза, в настоящем моменте поднять мой мизинец, и это заморозило его движение. And there we said, let's switch roles. И тогда мы сказали друг другу, давай поменяемся ролями. And I took his position and he took mine. И он взял мою роль, а я взял его роль. And in half an hour, we solved the war. И всего за 30 минут And we laughed, мы разрешили проблему войны, и мы смеялись. And then we laughed about it. So it's all fun. The whole thing is fun and games, and we play the games on ourselves. We planned it that way. Look, suppose you're in heaven. Это все так забавно. Все эти игры, которые мы играем с собой, мы так планировали. А теперь давайте представим, что мы в раю. And whether you believe in heaven or not, but suppose it's a place of peace and everything is peaceful and we all live there wonderfully and in the presence of some God and so forth, whatever you believe. И, даже если вы не верите в рай, представьте, что вы находитесь в каком-то умиротворенном месте, и там пребывают другие существа, и все прекрасно, все умиротворенно. Imagine that. Представьте это. How long do you think you could last singing heavenly choirs? If you're bright, intelligent, creative, and energetic, like she is. How long are you going to last in a place like that without saying, hey, Vernon, can we plan something that's different? Well, she can't translate that. Когда вы находитесь в таком умиротворенном, счастливом месте, и вы талантливый человек, который хочет создавать, который хочет что-то привносить, вам станет скучно. Тогда вы скажете, Вен, давай что-то придумаем, во что-то поиграем. Yeah. And so you say, okay, what do? Well, let's create a mortal existence where we only have 5 senses. And we don't know what else is going on. And we can be born into a family that will teach us not to even think about anything except obedience or whatever they teach us. And you must have all these traditions you believe in, right? Давайте создадим смертное существование, где только 5 органов чувств. Мы не знаем, что вокруг нас еще что-то происходит. Мы можем родиться в семье, которая учит нас не думать ни о чем, кроме послушания, и мы верим в эти все традиции. Правда? And so then you're born in a society that reinforces the parents' ability to pound any truth out of you. И вот тогда вы родились в обществе,
которая усиливает способность родителей растереть из вас любую истину. And they do it so subtly and so forcefully. И они это делают с таким усилием, And the whole community does the same. и все общество делает так же. And the banks do the same. And the governments do the same. And the military does the same. И банки это делают, и все органы правительства это делают. And they teach you to be patriotic. И они учат вас, как быть патриотом. And when you're patriotic, it means you're going to teach that child so that when they get old enough, they will receive the gun you're going to put in their hand. So they can go kill all these people. И зачем они учат? Для того, чтобы вы вырастили тоже вашего ребенка патриотом. И ребенок вырастает, получает в руки оружие, которым он готов убить других людей. And so your children take the guns and they become warriors for patriotic purposes. И тогда ваши дети, когда они берут оружие в руки, они становятся теми, которые готовы сражаться, так как они являются патриотами этой страны. So I could go on and show how the whole system set up world rule. Я могу продолжать и показать, как вся система организовала всемирное правило. And in that case, Ukraine is thrown into the conflict. И в этом месте Украина пребывает в конфликте. And you are not alone, И вы не одиноки, because we're all in the conflict. потому что мы все в этом And if конфликте. you think Ukraine is bad, you ought to come to America. Если вы думаете, что Украина плохая, тогда добро пожаловать в Америку. Did you see the elections? Вы видели наши выборы? What does it mean to me in Ukraine? Хорошо, вы на это посмотрите и скажете, что это обозначает для меня в Украине. You can ask a lot of people there, like Tatiana and her group, holodynamic people who are doing metamodalities. Можете спросить огромное количество людей, таких как Татьяна Дугельна и ее группа холодинамики, которые создают эти метамодальности. And so they have all this knowledge on holodynamics and how to transform all your inner things so that you can become outer with who you really are. У них есть это знание о холодинамике и как произвести трансформацию так, чтобы вы могли стать снаружи тем, кем вы есть на самом деле. So they will be able to do this with you. We're setting up new school systems. И мы сейчас создаем новую школу, новую систему обучения, и вы сможете это сделать. And centers for rehabilitation from those who have been thrust into so much war, they are traumatized. Также мы создаем реабилитационные центры для тех, кто был втиснут в это количество войны и травматизирован. And healthy gathering places for anyone who needs help. И мы будем создавать такие собрания для всех тех людей, которым необходима помощь. So what would my advice be? Тогда что я могу, какую рекомендацию вам дать? Wake up. Be who you are. It is so fun, and there's never a dull moment. Тогда я вам порекомендую: проснитесь и будьте теми, кто вы есть. Okay? It's happening all over the world. It wouldn't surprise me if Ukraine became a leader. Это происходит вокруг, во всем мире. И я не удивлюсь, если Украина станет лидером. Look at how strong your people are. Посмотрите, насколько вы сильны и мужественны. Посмотрите на вас. Look at your history. Wow. Посмотрите на вашу историю. You're the breadbasket of that whole area. Вы являетесь кормильцами на всю округу. Okay? And so, it's like, if I look at how you have a good relationship with anybody, it's being present to see each other and intimacy. Как я смотрю на прекрасные отношения с любым человеком? Это быть настоящим, чтобы видеть друг друга,
быть в близости, быть в интимности. Yeah. It says intimacy means into me see. Intimacy. Into English. me. Это переводится into, в, me, меня, see, смотри. То есть смотри в меня. So when you find somebody you want to be more intimate with, И если вы нашли кого-то, с кем вы хотите быть более близки, you can say, I see you, and really see that person. и вы можете сказать, я вижу тебя, и действительно увидеть этого человека. Now my name is Vernona Wulf, И меня зовут Виктор Вернон Вульф. and her name is Victoria. И мое имя Виктория. Now when I'm in Russia, they call me Vernadsky. А когда я был в России, меня называли Вернадский. And I have the Vernadsky pin. И у меня была ручка Вернадского. But with her, we need a Victor pin. И с ней у нас должна быть ручка победы. But it's not the pin that makes the difference. И на самом деле ручка не имеет никакого значения. It's the oneness we feel, we sense, Это единство, которое мы чувствуем, которое мы знаем, that exists outside of space and time. которое существует вне пространства, вне времени. It's the friendship we share Это дружбу, которую мы разделяем between our hyperspatial counterparts. в нашем гиперпространстве. It's outside the boundaries of time. Это все находится за рамками времени. Does that answer the question enough? Yes. How to be happy in a relationship? Yes. It's to just be happy and then allow the other person to be happy as well. Как быть в счастливых отношениях? Просто быть счастливым и позволить другому человеку быть счастливым. It's the natural byproduct of being present, of being at your full potential self. Это натуральный биопродукт. Просто быть самим собой, быть соединенным со своим полным потенциалом. Now, over the last couple of days, we've had time to meet. За последние пару дней у нас была возможность этих встреч. Has there ever been a dull moment? And have we been happy? Неужели у нас когда-то было несчастливое время? And have we got good work done? И сделали мы прекрасную работу. Thank you with all my heart. Thank you with all my heart. Thank you. Come and see us.